Привет. Очищающие пруды оказываются испытанием, которое уничтожает тех, кто не готов. Во-первых, смерть союзника становится страшным предупреждением. Бессмертный владыка Пылающий огонь прыгает в лазурный пруд, золотая молния выжигает пагубную ци, но разрывает тело изнутри. Его физическая оболочка рассыпается в прах. Хань Ли едва успевает спасти крошечный фрагмент души. Во-вторых, именно здесь окупается многовековая подготовка Хань Ли. Искусство Великого Небесного Цикла экстремально уплотнило его физическую структуру задолго до этого момента. Пруд ломает не только кости, он ломает разум. Под запредельным давлением сознание либо эволюционирует, либо исчезает. Хань Ли прорывается на 5-й уровень техники очищения духа не от силы, а от отчаяния на краю гибели. И, наконец, чтобы выбраться живыми, группа вливает остатки энергии в саблю небесной лисицы и разрубает лазурную цепь, освобождая Лю Ци. В тот же миг появляется духовный аватар, но вместо атаки он просто открывает каменные врата и предлагает уйти. Никакого боя. Что ждет за этими вратами? Вопрос, который не даст покоя. А теперь слушаем дальше. Глава 761. Учитель и ученик. Не ведись на его уловки, брат Даосли. Он пытается разделить и завоевать нас. Сейчас весь город на осадном положении, так что даже если тебе удастся сбежать сейчас, рано или поздно тебя снова схватят. Единственный выход сейчас — спасти нашего патриарха и сбежать под его защитой. Поспешно сказал Лис 3. Хань Ли взглянул на Лиса 3, и было непонятно, о чем он думает. Вы думаете, я пытаюсь вас обмануть? Я уверен, что вы все знаете, в каком состоянии сейчас находится город Асура. У меня нет ни времени, ни ресурсов, чтобы выслеживать вас, и, на мой взгляд, побег пары золотых бессмертных вряд ли имеет какое-то значение. Если ты все еще сомневаешься, я могу даже дать тебе адский значок. Сказал Ин Чин Цуань и взмахнул рукавом, выпустив значок из черного металла, который опустился перед плачущей душой. Увидев это, Лю Ци слегка нахмурил брови. Мастер, все ограничения, разбросанные по всему городу Асуры, связаны с супермассивом, а адские жетоны — это сокровища, извлеченные из этого супермассива. Во всем племени Асуры всего 5 таких жетонов, и они позволят вам снять большинство ограничений в городе Асуры. Сказала плачущая душа Хань Ли по голосовой связи, поймав жетон. Я тоже сыграл свою роль в разрушении печати на Кунхау, и всего минуту назад ты был полон решимости убить меня. Так почему же твое отношение так резко изменилось? Спросил Хань Ли, слегка прищурив глаза. При обычных обстоятельствах я бы позаботился о том, чтобы никто из вас не покинул это место живым. Однако сейчас моя единственная цель — сдержать Лю Ци, а вы только что смогли противостоять моей атаке, так что ясно, что я не смогу убить вас, пока вы находитесь под защитой Лю Ци. Поэтому я решил отпустить вас, чтобы устранить некоторые нестабильные факторы. Объяснил Ин Чин Цуань холодным голосом. Это очень откровенное и искреннее объяснение, но я уже согласился помочь старшему Лю Ци, поэтому, боюсь, я должен отклонить ваше предложение. Ответил Хань Ли с легкой улыбкой. Лис 3 и Лю Ци очень обрадовались, услышав это, но плачущая душа была настроена совершенно иначе. Если ты настаиваешь на том, чтобы противостоять мне, то я убью тебя на месте. Ты видела, что только что произошло, Лоэр? Я протянул ему оливковую ветвь, но он отверг ее, так что у меня нет выбора. Сказал Ин Чин Цуань холодным голосом, сложив руки в печать, и гигантский массив на земле внезапно озарился, после чего вспыхнул белый свет, окутавший плачущую душу и унесший ее прочь. Плачущая душа что-то говорила с настойчивым выражением лица, но белый свет вокруг нее был слишком ярким, и сквозь него было не слышно, что она говорит. Однако в этот самый момент один из хвостов Лю Ци молниеносно обвился вокруг плачущей души. Увидев это, Ин Чин Цуань резко изменился в лице и тут же подлетел к Лю Ци, прежде чем нанести удар прямо ему в голову. Из его кулака вырвался поток сияющего серого света, и в нем появилась зловещая призрачная голова размером с дом, которая непрерывно визжала и кудахтала. Звуки были чрезвычайно резкими и проникали прямо в душу, создавая сильную ауру смерти, как будто они исходили прямо из преисподней. Услышав этот звук, Хань Ли, Лис 3 и Ши Чуань-кун сразу же почувствовали, как у них сильно зазвенело в ушах, и им показалось, что их души вот-вот разорвутся на части. На земле внизу Лю Ци взмахнул обеими передними лапами, выпустив в воздух множество полос серого света, которые мгновенно образовали барьер из серого света, окруживший группу Хань Ли и 4 грозовых пруда. Как только световой барьер сформировался, душераздирающие звуки мгновенно стихли,
и в то же время над световым барьером мгновенно появился образ мужчины средних лет, преградивший путь Инчинцуаню. «Сначала тебе придется пройти через меня, если ты хочешь добраться до них». Усмехнулся мужчина средних лет, сложив руки в замок, и из его тела вырвался поток серого света, который затем превратился в толстый посох длиной более 100 футов. Два змеевидных отростка обвились вокруг обоих концов посоха, излучая невероятно мощную энергию души, которая устремилась к кулаку Инчинцуаня. Они яростно столкнулись в воздухе, вызвав ослепительный взрыв света, который распространился во всех направлениях, искажая и разрушая пространство вокруг, словно поверхность зеркала. Серый световой барьер тоже начал сильно дрожать, но он оказался чрезвычайно прочным и быстро стабилизировался. После этого столкновения мужчина средних лет и Инчинцуань отлетели назад. Серия столкновений произошла в мгновение ока, и только теперь троица Хань Ли смогла отреагировать. Все они выплюнули сгустки крови и обменялись удивленными взглядами. «Лю Ци, тебе не стыдно так приставать к младшему?» — яростно закричал Инчинцуань. «Не думаю, что когда-либо слышал от тебя такие праведные слова, региональный монарх Инь. Мы с тобой сражаемся уже бесчисленное количество лет. Неужели ты думаешь, что я до сих пор не разгадал твои намерения?» Лю Ци холодно усмехнулся, усилив давление хвостом, и барьер из белого света вокруг плачущей души мгновенно разрушился, после чего она вернулась к нему. Плачущая душа сопротивлялась изо всех сил, но, услышав это, постепенно затихла. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Инчинцуань, слегка прищурив глаза. В глазах Лю Ци промелькнула насмешка, после чего он повернулся к плачущей душе и спросил: «Ты ведь зверь Син, верно?» «Я предполагаю, что после того, как Инчинцуань взял тебя под свое крыло, он сделал все возможное, чтобы вырасти тебя, даже дошел до того, что ловил существ из других племен и убивал их, чтобы ты могла поглощать их души, верно?» «Верно, я в большом долгу перед своим господином», — ответил плачущая душа. «Ты знаешь, почему твой хозяин был готов так много для тебя сделать?» «Я уверен, что ты знаешь, что он за человек, не так ли?» — спросил Лю Ци. Услышав это, плакучая душа слегка побледнела и открыла рот, чтобы что-то сказать, но в итоге промолчала. Этот вопрос она задавала себе много раз в прошлом. Однако она не хотела подозревать Инчинцуаня в недобрых намерениях, поэтому всякий раз, когда этот вопрос возникал у нее в голове, она сразу же отмахивалась от него, но теперь, когда он был задан ей напрямую, она была вынуждена наконец признать это. Услышав это, сердце Хань Ли слегка дрогнуло. До того, как прийти сюда, он слышал, что Инчинцуань был очень кровожадным человеком, известным тем, что использовал все виды хитрых и коварных тактик, чтобы заставить более мелкие регионы подчиниться адскому региону. Поэтому даже его подчиненные очень боялись его, и он определенно не был похож на человека, который принял бы чужака в качестве ученика, не говоря уже о том, чтобы так усердно его воспитывать. Однако, учитывая постоянную опасность, в которой он находился, у него никогда не было возможности поразмышлять на эту тему, но, похоже, все вот-вот должно было раскрыться. Я уверен, что все вы знаете о способности адских существ управлять другими с помощью адских жуков души. Даже я должен признать, что это чрезвычайно мощная способность. Адский жук души не только может управлять марионеткой, но и устанавливать связь между марионеткой и хозяином. Если силы закона, которыми владеют хозяин и марионетка, схожи, то это может позволить им очень легко объединить свои силы закона, и это важная причина, по которой адское племя всегда было одним из самых могущественных племен Серого Царства. Продолжил Лю Ци. «Какое отношение это имеет к плачущей душе, старшей Лю Ци?» — спросил Хань Ли. «Из-за некоторых недоразумений много лет назад я получил серьезные травмы и попал в Серое Царство, где был схвачен Инчинцуанем. Он не убил меня, потому что законы небесной иллюзии, которыми я владел, были ему по душе. Он культивирует законы призрачных чар, и если бы он смог успешно превратить меня в марионетку, то наши силы законов дополняли бы друг друга с большим эффектом, а это означало бы, что ему не было бы равных во всем Сером Царстве», — объяснил Лю Ци с холодной усмешкой. Казалось, плачущей душе пришла в голову какая-то мысль, и она слегка побледнела. Однако для того, чтобы управлять таким предком Дао, как я, Инчинцуаню, требуется адский жук чрезвычайно высокого уровня, которого нельзя создать с помощью обычных душ. Вот почему он пошел на такие большие жертвы, чтобы вырастить тебя. Звери Син — это чрезвычайно развитые духовные сущности, способные поглощать призраков и духов, что делает их идеальными для переработки в премиальных адских жуков душ. Однако ваша база для совершенствования все еще довольно слаба, и я предполагаю, что он хотел привести свой план в действие только после того, как вы достигнете стадии Великого Зенита», — сказал Лю Ци. Услышав это, плачущая душа еще больше побледнела. Увидев это, Хань Ли мысленно вздохнул. Он тоже пережил предательство со стороны человека, которого уважал в прошлом, и, хотя с тех пор прошло много лет, эти события все еще оказывали огромное влияние на весь его путь совершенствования.
«Он говорит правду, господин», — спросила плачущая душа, повернувшись к Кинчинцуаню. Было забавно притворяться добрым и великодушным хозяином. Изначально я планировал продолжать в том же духе еще какое-то время, но, поскольку все уже раскрылось, полагаю, у меня нет другого выбора, кроме как преждевременно положить этому конец. Ответил Ин Чинцуань с холодной усмешкой, и от этого подтверждения с щек плачущей души сошел последний румянец. В глазах Хань Ли мелькнул холодный блеск, когда он посмотрел на Ин Чинцуаня. «Люци, разве ты не говорил, что можешь видеть насквозь все мои намерения? В таком случае, знаешь ли ты, почему я позволил тебе все это раскрыть, не пытаясь тебя остановить?» — спросил Ин Чинцуань, повернувшись к Люци. Услышав это, Люци слегка запнулся, после чего в его глазах мелькнуло понимание, и он поспешно перевел взгляд на плачущую душу. Глава 762. Вечный сон. Внезапно адский значок в руке плачущей души взорвался, разлетевшись на два сгустка черной ци, один из которых превратился в невзрачного жука, мгновенно проникшего в ее тело, а другой — в черный кинжал, с поразительной скоростью метнувшийся к груди Люци. Люци был привязан к кресту, поэтому не мог увернуться от кинжала и мог только поднять свободную переднюю лапу, чтобы защититься. Однако кинжал внезапно начал извиваться, как проворная духовная змея, проскользнув между лапами Люци и мгновенно вонзившись ему в грудь. Его грудь мгновенно разорвала, кровь брызнула во все стороны, и кинжал смог пронзить его тело почти насквозь. Люци тут же выплюнул большой сгусток крови, в котором виднелись фрагменты органов, а мужчина средних лет в небе содрогнулся и стал еще более призрачным. Все это произошло в мгновение ока, и серый световой барьер, окружавший Хань Ли и остальных, тоже значительно потускнел. Хвост Люци обвился вокруг тела плачущей души, и она рухнула на землю, обхватив голову руками и издав леденящий кровь вой. Вокруг ее тела кружился черный свет, и сквозь этот черный свет можно было разглядеть неясный силуэт насекомого в ее животе, которое непрерывно извивалось, быстро поглощая ее энергию. Хань Ли и остальные были ошеломлены таким поворотом событий, но они сразу же среагировали и принялись действовать. Лис-3 подлетел к Люци, а Хань Ли поспешил к плачущей душе, чтобы поддержать ее. Он погрузил свое божественное чувство в ее тело, чтобы проверить ее внутреннее состояние, и его лицо мгновенно помрачнело. «Что ты думаешь о моем бессмертном пожирающем кинжале?» — усмехнулся Ин Чинцуань, делая хватательное движение, и перед ним появилась гигантская серая проекция ладони, которая затем устремилась к мужчине средних лет. Гигантская серая рука испускала невероятно мощные колебания силы души, и, хотя Хань Ли и остальные в данный момент находились в барьере из серого света, они все равно мгновенно потеряли сознание. Мужчина средних лет в ответ нанес удар, выпустив столб белого света, чтобы противостоять проекции серой ладони. Раздался оглушительный грохот, когда они столкнулись, но столб белого света явно уступал в силе и был мгновенно уничтожен при соприкосновении. Серая проекция ладони продолжала опускаться, схватив мужчину средних лет и с легкостью раздавив его. Однако Ин Чинцуань не только не обрадовался, увидев это, но и помрачнел еще больше. Он издал низкий рык и сделал хватательное движение обеими руками. В мгновение ока вокруг него появились 4 идентичные серые проекции ладоней, которые пронеслись по воздуху во всех направлениях, и окружающее пространство мгновенно разрушилось, обнажив мужчину средних лет, стоявшего неподалеку в совершенно невредимом состоянии и выглядевшего так, будто он собирался подойти к Ин Чинцуаню. Внутри барьера из серого света внизу Люци, плачущая душа и группа Хань Ли также были совершенно невредимы, а перед Люци парил шар белого света, испускающий во все стороны белые ореолы. Черный кинжал и проекция черного жука были запечатаны внутри светового шара и не могли выбраться наружу. Увидев это, Ин Чинцуань мгновенно помрачнел еще больше. «Как и следовало ожидать, ты так быстро освободился от моего вечного сна». Люци усмехнулся с явным намеком на насмешку в голосе, а затем открыл рот, чтобы поглотить шар белого света перед собой. Ин Чинцуань пришел в ярость, увидев это, и тут же сделал хватательное движение вниз, после чего 4 гигантские серые проекции ладоней устремились вниз, излучая огромные колебания силы души. Еще до того, как 4 проекции ладоней полностью опустились, серый световой барьер уже сильно дрожал, словно готовый в любой момент разрушиться. Увидев это, Люци серьезно посмотрел на него и поднял свободную переднюю лапу, посылая в воздух шквал заклинательных печатей, половина из которых врезалась в серый световой барьер, стабилизируя его, а другая половина исчезла в теле мужчины средних лет. В результате мужчина средних лет мгновенно превратился в проекцию белой лисы высотой в несколько сотен футов, и взмах ее 9 хвостов вызвал волну белого света, которая столкнулась с 4 серыми проекциями ладоней. Волна белого света мгновенно исчезла при соприкосновении, а гигантская проекция лисы отлетела назад и с грохотом врезалась в стену, но 4 гигантские проекции рук также были отброшены. Он выкладывается по полной.
При таком раскладе я долго не продержусь, так что вам нужно поторопиться и очистить свое тело от вредоносной ци, а затем помочь мне разорвать остальные цепи», — сказал Лю Ци взволнованным голосом. Услышав это, Хань Ли, Ши Чуанькун и Лис Три переглянулись, а затем вместе полетели к пруду с фиолетовыми молниями, в то время как плачущая душа осталась стоять на месте и с холодным выражением лица посмотрела на Ин Чинцуаня. Тем временем проекция гигантской лисы уже отскочила от стены и, похоже, не получила никаких повреждений, когда набросилась на Ин Чинцуаня. «Позвольте мне помочь, старший Лю Ци», — внезапно сказала плачущая душа. «Ты довольно сильна для своего уровня развития, но тебе еще далеко до того, чтобы принять участие в битве между предками Да», — сказал Лю Ци, взглянув на нее. «Я, конечно, не настолько глупа, чтобы так думать, но, как вы сказали, я действительно зверь-син, и у меня есть секретная техника, которая позволяет использовать силу моей души для усиления силы души других. Секретная техника не так эффективна для тех, кто обладает более высокой базой культивирования, чем я, но в какой-то степени она все равно должна работать», — сказала плачущая душа. Услышав это, Лю Ци на мгновение удивился, но затем кивнул в ответ. «Хорошо, но не покидай этот световой барьер. Иначе я не смогу тебя защитить». Плачущая душа кивнула в знак согласия, затем начала читать заклинание, и из ее головы вылетели 4 шара черного света, которые опустились вокруг Лю Ци, а затем превратились в 4 инструмента — гуцинь, поясной барабан, нефритовую флейту и кунхоу. Плачущая душа взмахнула обеими руками. Из ее лба вырвались лучи полупрозрачного света, которые упали на 4 музыкальных инструмента в качестве печати заклинаний. Музыка тут же заиграла на 4 инструментах, и по всему близлежащему пространству начали распространяться черные волны. Бесчисленные крошечные руны перемежались с волнами и проникали в разум Лю Ци, заставляя его глаза слегка светиться. Высоко в небе Ин Чинцуань обрушил на него шквал яростных атак, и гигантская проекция лисы была быстро загнана в угол зала. «Умри!» — взревел Ин Чинцуань, взмахнув в воздухе обоими рукавами. Из его тела вырвалось огромное облако серого тумана. Серый туман был соткан из бесчисленных духовных нитей, которые слились в 4 серые проекции ладоней. В результате проекции ладоней еще больше увеличились в размерах, и на них появилась серия сложных узоров, которые обрушились с огромной силой, излучая устрашающие колебания духовных чувств. Все пространство вокруг них было наполнено этими мощными духовными колебаниями, мгновенно устранившими все пути для бегства и отступления проекции лисы. «Этого недостаточно, чтобы убить меня», — взревел лис, и свет, исходящий от его тела, значительно усилился. Он взмахнул 9 хвостами в воздухе, выпуская что-то похожее на бесконечный поток волн белого света. 4 гигантские руки ударились о волны белого света и были мгновенно поглощены ими, как будто упали в море. Увидев это, Ин Чинцуань ошеломленно уставился на него, а затем заметил, что происходит внутри барьера из серого света, и изумление в его глазах мгновенно сменилось яростью. «Ты слепой дурак, Ин Чинцуань. Давай уладим наше разногласие здесь раз и навсегда», — расхохоталась проекция лисы, и ее 9 хвостов резко выпрямились, а каждая шерстинка на этих хвостах начала ярко светиться. Сразу после этого бесчисленные пряди лисьего меха вылетели в унисон, словно стрелы из арбалета, и ударили по 4 серым рукам, мгновенно пробив в них множество крошечных отверстий. 4 проекции ладоней быстро взорвались, после чего оставшиеся пряди лисьего меха полетели прямо в Ин Чинцуаня. Увидев это, Ин Чинцуань слегка изменился в лице и тут же отступил, в то время как проекция лисы бросилась вперед в погоне. Битва продолжалась, и ни одна из сторон не могла одержать верх над другой. Они двигались все быстрее и быстрее, пока не превратились в пару размытых пятен, и их столкновения, повторявшиеся снова и снова, сопровождались оглушительными ударами. В то же время трио Хань Ли спустилось к пруду с фиолетовыми молниями. Лю Ци уже значительно уменьшил силу фиолетового грозового пруда для них, но по ауре, исходящей от пруда, все равно было видно, что он в несколько раз сильнее лазурной молнии. Хань Ли без колебаний прыгнул в пруд с фиолетовыми молниями, и Ши Чуанькун тут же последовал его примеру. Однако Лис Три решил не заходить в пруд. Он уже достиг стадии высокого зенита, и на этом этапе большая часть вредоносной ци в его теле была уничтожена лазурным прудом молний. Хотя кое-что все еще оставалось, это было лишь незначительное количество, и ему не нужно было рисковать в пурпурном пруду молний. Напротив, для него было бы гораздо лучше отдохнуть и привести себя в наилучшую форму, чтобы помочь Хань Ли разорвать другие цепи молний. Помня об этом, Лис Три сел, скрестив ноги, рядом с прудом с молниями, а затем призвал пару камней бессмертного происхождения, чтобы восполнить свою бессмертную духовную силу. Глава 763. Разрыв второй цепи молний. Как только Хань Ли вошел в пруд с фиолетовыми молниями, фиолетовые молнии мгновенно устремились к нему, словно акулы, почуявшие кровь, и образовали вокруг него столб молний в форме штопора.
Толстые фиолетовые молнии ударили по всему его телу, сопровождаемые серией грохочущих взрывов, и его кожа мгновенно покраснела, а по всему телу появились обильно кровоточащие раны. Мало того, как только фиолетовая молния ударила в его тело, его глобелла мгновенно почернела, а в сердце вспыхнуло яростное желание убивать, и его глаза тоже стали ярко-красными. Из его тела вырвались мощные разрушительные колебания ЦИ, и разрушительное разложение, которое он только что с трудом подавил, снова подняло свою уродливую голову. При виде того, как Хань Ли борется с молниями, в глазах Лиса 3 мелькнул страх, и он был очень рад, что не вошел в пруд с фиолетовыми молниями. Тем временем плачущая душа тоже бросила взгляд в сторону Хань Ли, и в ее глазах мелькнуло беспокойство. Внезапно из тела Хань Ли снова вырвалась серия проекций истинного духа, и они были намного четче, чем раньше. Эти грозовые пруды обладали как разрушительной силой, так и силой возрождения, поэтому за то время, что он провел в лазурном грозовом пруду, вся его истинная духовная родословная несколько укрепилась. Однако для Хань Ли это не всегда было хорошо, поскольку усиление этих иностранных родословных оказывало большее давление на его организм. Хань Ли глубоко вздохнул, но остался спокойным и собранным. После того, что только что произошло в лазурном грозовом пруду, у него уже был некоторый опыт в борьбе с этими изменениями в его теле. Немного придя в себя, он тут же применил технику совершенствования духа, используя свое огромное божественное чувство, чтобы подавить желание убивать в своем сознании. В то же время он применил искусство происхождения небесного цикла, чтобы защитить свои внутренние органы, позволив фиолетовой молнии пройти через остальную часть его тела. Когда в его тело начали проникать мощные разряды молний, из него стало выходить еще больше вредоносной ЦИ, и из его тела начали подниматься клубы черной ЦИ, которые тут же уничтожались фиолетовыми молниями. В этот момент все его бессмертные акупунктурные точки также наполнились фиолетовыми молниями, вытесняя упрямую злую ЦИ, скрывавшуюся внутри. По мере того, как вредоносная ЦИ очищалась, убийственное намерение в его сознании постепенно угасало, и его глаза вновь обрели прежнюю ясность. Этот процесс был явно более болезненным, чем то, что он пережил в лазурном грозовом пруду, но он крепко стиснул зубы, выдерживая мучительное наказание. 15 минут пролетели как одно мгновение. К этому моменту все тело Хань Ли было покрыто ранами, из-за чего он выглядел как порванный рюкзак. Однако его глаза были плотно закрыты, а на лице застыло спокойное и безмятежное выражение, как будто он не чувствовал никакой боли. Из его тела продолжали вырываться большие потоки черной зловещей ЦИ, но внезапно поток зловещей ЦИ резко замедлился. Хань Ли слегка нахмурил брови, когда открыл глаза, и тут же взмыл в воздух. Окружающие его фиолетовые молнии мгновенно последовали за ним, образуя фиолетовые сети молний, которые снова попытались его поймать. Хань Ли холодно хмыкнул, активируя свою способность обратного колеса истины, взмывая в воздух золотой тенью, но фиолетовая сеть молний оказалась гораздо прочнее той, что была создана лазурным прудом молний, и он не смог сразу вырваться на свободу. Казалось, фиолетовое озеро молний, разгневанное провокацией Хань Ли, выпустило несколько толстых молний, которые устремились прямо к нему. В отличие от других молний в пруду, эти дуги были намного ярче, и вокруг них вспыхивали бесчисленные крошечные руны молний, излучая огромную силу закона молнии. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился, и позади него появилось колесо истины, которое быстро завертелось, посылая бесчисленные золотые волны в радиусе более 100 футов вокруг него. Дуги фиолетовых молний мгновенно прекратили свое движение, войдя в золотую рябь, но, казалось, они были наполнены огромной силой, и вся область золотой ряби слегка дрожала. Увидев это, Хань Ли тут же взмахнул рукавом, выпустив шар зеленого света, в котором находилась глубокая небесная тыква. Он бросил в сторону глубокой небесной тыквы несколько заклинательных печатей, из ее горлышка мгновенно вырвался огромный поток зеленого света, который охватил фиолетовые молнии, которые тут же начали быстро тускнеть и уменьшаться. Сразу после этого фиолетовые молнии в мгновение ока втянулись в глубокую небесную тыкву. Когда часть фиолетовой сети молний втянулась в глубинную небесную тыкву, давление на Хань Ли значительно ослабло, и он смог взлететь в воздух, освободившись от сети молний, прежде чем приземлиться рядом с прудом молний. После этого по его приказу колесо истины исчезло, и окружающая его золотая рябь тоже растаяла. Фиолетовая сеть молний вспыхнула несколько раз, но, не найдя цели для сдерживания, быстро опустилась обратно в пруд с молниями. Немного придя в себя, Хань Ли принял несколько таблеток, и все раны на его теле начали быстро заживать, а цвет лица немного улучшился. «Как ты себя чувствуешь, собрат Даосли?» Сейчас патриарх Лю Ци может противостоять Ин Чин Цуаню с помощью собрата Даоса плачущей души, но они не смогут долго продержаться. Наша судьба будет предрешена, если на место происшествия прибудет подкрепление из адского племени, поэтому мы должны поторопиться и как можно скорее разорвать 3 оставшиеся цепи молний. Поспешно сказал Лис 3 по голосовой связи. Хорошо, мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя и дождаться, когда выйдет Даос Ши. Ответил Хань Ли, кивнув и переведя взгляд на пруд с фиолетовыми молниями.
В этот момент Ши Чуанькун все еще находился в пруду, и на его коже виднелись глубокие порезы, некоторые из которых были настолько глубокими, что сквозь них просвечивала кость. В его глазах вспыхивали багровые огоньки, а глобелла почернела, и было ясно, что он тоже борется со своим пагубным разложением. Все его тело неудержимо дрожало от мучительной агонии, но он обладал поразительной силой духа и, стиснув зубы, терпел боль. По мере того, как потоки черной ци вырывались из его тела, малиновый свет в его глазах постепенно угасал, как и черная окраска его лба, а кожа начинала приобретать полупрозрачный, похожий на нефрит вид. Хань Ли знал, что в теле Ши Чуанькуна было не так много пагубной ци, как у него, и пруд с фиолетовой молнией уже уничтожил большую часть этой пагубной ци. При таких темпах у него был очень хороший шанс преодолеть пагубное разложение и достичь стадии высшего зенита. Однако в этот самый момент скорость оттока губительной ци из его тела внезапно уменьшилась, а прозрачность его кожи также исчезла. Увидев это, Хань Ли мысленно вздохнул. Казалось, что и второй пруд не помог Ши Чуанькуну преодолеть его пагубное разложение. Ши Чуанькун открыл глаза и выпрыгнул из грозового пруда. Дуги фиолетовых молний вокруг него мгновенно переплелись, образовав фиолетовую сеть молний, и в ответ на это вокруг его тела вспыхнул гигантский серебряный цветок лотоса, а затем начал испускать потоки острой ци меча, которые ударили по сети молний. Фиолетовая сеть молний яростно задрожала, когда в ней мгновенно образовалось отверстие, и Ши Чуанькун вылетел из него, приземлившись на краю пруда с молниями. Он и так был в ужасном физическом состоянии, а тут еще и применил эту секретную технику, из-за чего его вырвало кровью. Как только он приземлился на землю, он тут же достал пузырек и высыпал все таблетки прямо себе в рот, а затем сел, скрестив ноги. Его тело окутал слой темно-фиолетового света, и раны мгновенно начали быстро затягиваться. Только спустя долгое время Ши Чуанькун открыл глаза, после чего с кривой улыбкой повернулся к Хань Ли и Лису 3 и вздохнул: «Я был на волосок от смерти. Очень удивительно, что ты смог пережить 2 очищающих пруда подряд. Я очень благодарен, что мне не пришлось пройти через это». «С тобой все в порядке?» — спросил Лис 3. «Я в порядке», — ответил Ши Чуанькун. «В таком случае, давайте начнем», — сказал Хань Ли, затем подлетел к пруду с серебряными молниями, взмахнул рукавом, и Даосист Се появился рядом с ним в вспышке золотой молнии. «Мне нужна твоя помощь, брат Се», — сказал Хань Ли, и Даос Се в ответ кивнул. Хань Ли глубоко вздохнул, крепко сжал небесную кровавую саблю лисицы обеими руками и в бешенстве влил в нее свою бессмертную духовную силу. Красный свет вспыхнул на сабле, когда все узоры на ее поверхности загорелись, и она начала излучать мощную ауру. Лис 3, Ши Чуанькун и Даос Се одновременно направили свои ладони на Хань Ли, влив в его тело свою бессмертную духовную силу, после чего вся их бессмертная духовная сила хлынула в небесную кровавую саблю лисицы. Красный свет, исходивший от сабли, стал еще ярче, и аура, которую она излучала, тоже неуклонно росла. Появились слои за слоями малиновой проекции сабель, и Хань Ли изо всех сил взмахнул саблей, мысленно взывая: «Одолжи мне свою силу, старший Ши». Из небесной кровавой сабли лисицы внезапно появилась гигантская малиновая проекция лисы, которая прыгнула вперед и мгновенно исчезла в сабле. Бессмертная духовная сила Хань Ли и остальных хлынула в небесную кровавую саблю лисицы, как паводковой воды через прорванную плотину, но никто из них не был встревожен, учитывая их предыдущий опыт в разрыве цепи лазурных молний. Все бесчисленные малиновые сабельные клинки исчезли в сабле, заставив ее увеличиться примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным размером, прежде чем она ударила по фиолетовой цепи молний, которая тут же начала яростно дрожать, а выгравированные на ней руны засияли ярче солнца. Пурпурный пруд с молниями пришел в неистовство, и все молнии внутри него собрались в шар, который устремился к Люции по цепи. Однако шар с молнией успел пролететь лишь половину пути, прежде чем фиолетовая цепь оборвалась под ударом сабли. Шарик молнии мгновенно остановился, а затем взорвался, разбросав во все стороны дуги молний. Хань Ли слегка вздрогнул, когда над его телом появилась фиолетовая молния, но она появилась лишь на мгновение, а затем исчезла, как будто ничего и не было. На его лице появилось задумчивое выражение, а оборванная фиолетовая цепочка упала в пруд с молниями. Глава 764. Прижатый к стене. «Отлично!» — радостно воскликнул Лю Ци, и от его тела исходила невероятная аура, заставившая весь зал сильно содрогнуться. Выражение лица Ин Чинцуаня стало еще мрачнее, когда он злобно посмотрел на группу Хань Ли, после чего в унисон взмахнул обеими ладонями, и раздался глухой стук, когда над головой проекции белой лисы сразу же появились 4 гигантские серые проекции ладоней. 4 гигантские ладони слились в один, образовав огромную ладонь размером в несколько тысяч футов, которая рухнула вниз, как огромная гора. «Ты все еще думаешь, что твой духовный аватар может сравниться со мной, когда 2 цепи уже разорваны?» — усмехнулся Лю Ци, вставая с деревянного креста, но он все еще был связан серебряными и золотыми цепями.
Над его лбом вспыхнул яркий полупрозрачный свет, и проекция белой лисы резко увеличилась в размерах, затем поднялась на задние лапы и взмахнула передними лапами в воздухе. Раздался оглушительный взрыв, когда гигантская серая проекция ладони взорвалась, и Ин Чин Цуань, содрогнувшись, отступил на несколько шагов. Проекция лисы тоже рухнула с неба, и белый свет, исходивший от ее тела, слегка задрожал, но она тут же выровнялась и набросилась на Ин Чин Цуаня. В конференц-зале на территории Падшего озера. Все региональные монархи начали высказывать свое мнение, и прежняя оживленная и суетливая атмосфера конференции была восстановлена. Ин Чин Цуань сидел с улыбкой на лице, время от времени общаясь с окружавшими его правителями регионов, и Хуан Фу Юй был немного разочарован, увидев его таким спокойным и собранным. В этот самый момент в его голове внезапно раздался голос Цзяо Сан. «Мастер дворца Хуанфу, наши люди узнали, что в районе очищения душ действительно что-то произошло, но это не какой-то инцидент, связанный с их оборудованием для обработки сокровищ, как заявил Ин Чин Цуань. Вместо этого какие-то люди проникли глубоко в город Асура и устроили там большой переполох. Сейчас все силы города Асура стягиваются туда. Подумать только, что кто-то пробрался в город Асуры в такое время. Задумчиво произнес Хуан Фу Юй, приподняв бровь. «Должна ли я приказать нашим людям продолжать собирать информацию?» Господин дворца Хуанфу спросила Цзяо Сан. «Да, и пока они этим занимаются, пусть тоже устроят беспорядки, но позаботьтесь о том, чтобы их не поймали силы адского племени». Немедленно ответил Хуан Фу Юй. Услышав это, Цзяо Сан сразу же слегка оживилась и утвердительно кивнула. Ин Чин Цуань что-то обсуждал с местным правителем, когда бросил взгляд в сторону Хуан Фу Юя, и в его глазах мелькнуло странное выражение. В этот момент его палец снова сжался, и фиолетовая метка на кольце тоже исчезла, а его улыбка мгновенно стала натянутой. Внутри запретной зоны. Лицо Хань Ли немного побледнело, и он убрал небесную саблю кровавой лисы, прежде чем принять таблетку. Ли Стри и Ши Чуанькун также приняли несколько пилюль, чтобы восстановить свою бессмертную духовную силу, в то время как свет, исходящий от тела Даоса Се, значительно потускнел. Почти вся бессмертная духовная сила, заключенная в камнях бессмертного происхождения в теле Даоса Се, только что была высосана досуха, из-за чего он едва мог двигаться. Хань Ли взглянул на Даоса Се, затем взмахнул рукавом, высвобождая поток лазурного света, который втянул его в домен цветущей ветви. Он оставил в цветочной ветви большой запас камней бессмертного происхождения, и этого должно было хватить Даосу Се для восполнения энергии. Ли Стри был в восторге от того, что проекция лиса наверху начала одерживать верх над Ин Чин Цуанем. Он с ликующим выражением лица повернулся к Хань Ли и Ши Чуанькоуну и сказал: «Пожалуйста, немного отдохните, а потом мы разорвем оставшиеся две цепи. Как только патриарх Лю Ци будет освобожден, он сможет защитить вас, и вы сможете войти в третий пруд с молниями». «Мы не можем этого сделать», — покачал головой Хань Ли. «Почему бы и нет? Сейчас мы находимся в очень опасной ситуации. Подкрепление врага может прибыть в любую секунду, и без защиты патриарха Лю Ци ты никак не сможешь попасть в третий пруд с молниями», сказал Ли Стри с немного недовольным выражением лица. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, товарищ Даос Ли Стри. Эти цепи молниеносного захвата — необычное ограничение, и старший Лю Ци уже говорил о том, что эти цепи могут нанести ответный удар. Вы оба никогда не вступали в прямой контакт с этими цепями, поэтому не почувствовали этого, но с каждой разорванной цепью и старший Лю Ци, и я получали ответный удар от содержащейся в них силы. Сила молнии, заключенная в этих цепях, чрезвычайно устрашающая, и если бы я не был крещен в соответствующих грозовых прудах, тем самым впитав частичку их ауры в свое тело, я бы ни за что не смог противостоять ответной реакции. Старший Лю Ци, должно быть, заранее знал об этом, и именно поэтому он хотел, чтобы мы вошли в смертоносные очистительные пруды, прежде чем разорвать цепи», — сказал Хань Ли, подняв руку, и слой фиолетового света снова окутал его тело, подтверждая его слова. Услышав это, Ли Стри просветлел лицом и сказал: «Я понимаю, но сейчас патриарх Лю Ци не сможет предложить тебе свою защиту, так как же ты сможешь выдержать оставшиеся два пруда с молниями? Как вы сказали ранее, мы все еще находимся в крайне опасной ситуации, и в любой момент нам может грозить смертельная опасность. Если я не рискну сейчас, то, возможно, у меня не будет такой возможности позже. Я должен сам решать свою судьбу». Пока он говорил, он подлетел к пруду с серебряными молниями и, заглянув в него, обнаружил, что дуги молний в этом пруду были намного тоньше, чем в двух предыдущих, и издавали зловещий звук, напоминавший пронзительные крики бесчисленных птиц. Он сделал глубокий вдох, затем крепко стиснул зубы и прыгнул в пруд, где бесчисленные серебристые молнии мгновенно окружили его со всех сторон. Серебряные молнии с легкостью рассекали его тело, и каждая из них была похожа на серебряный летающий меч. Хань Ли не смог сдержать приглушенного стона, когда в его глазах мелькнуло удивление. Серебряная молния была в несколько раз страшнее фиолетовой,
и его мощное телосложение почти не могло его защитить. В мгновение ока его тело было изрублено в клочья. В то же время серебряная молния пронзила все его тело, разрывая плоть и меридианы в клочья, и кровь хлынула из всех частей его тела, представляя собой ужасающее зрелище. Проекции истинного духа снова появились вокруг него, став значительно четче, и начали вращаться вокруг его тела. Его мышцы непроизвольно напряглись, когда он начал принимать физические черты всех истинных духовных существ, и его истинные духовные родословные в его теле угрожали вырваться наружу, тем самым еще больше усугубляя его травмы. Увидев это, он встревоженно посмотрел на себя и понял, что его тело не выдержит такого темпа. Однако, если он хотел очистить свою пагубную ци, то не мог противостоять серебряной молнии. Он стиснул зубы и снова направил в бой свое искусство происхождения Великого Небесного Цикла, защитив только внутренние органы и позволив серебряным молниям сеять хаос в остальной части его тела. Его пагубное разложение также было активировано, но на данный момент влияние пагубного разложения на него было минимальным, и единственным реальным поводом для беспокойства было то, сможет ли его тело продержаться. Серебряные молнии активно проникали в бессмертные акупунктурные точки, зараженные пагубной ци, словно у них был собственный разум, и из тела Хань Ли начали подниматься все новые потоки густой черной ци. Скорость оттока вредоносной ци была намного выше, чем в двух предыдущих грозовых прудах, и, изгоняя эту вредоносную ци, Хань Ли чувствовал, как его тело освобождается от тяжелого груза. Внезапно ему в голову пришла мысль, и он перевернул руку, чтобы призвать серебряную пилюлю. Это была не что иное, как его последняя таблетка высокого зенита, и он проглотил ее, тут же закрыв глаза. Тем временем Ши Чуань-кун тоже пристально смотрел в пруд с серебряными молниями, нахмурив брови. «Ты тоже собираешься войти в пруд, брат Ши? У Даоса Ли нет выбора, но ты можешь подождать, пока наш патриарх освободится, прежде чем войти в пруд», — сказал Лис Три. «Может, это и так, но кто знает, смогу ли я позволить себе ждать так долго. Я уже столько раз рисковал, чтобы оказаться здесь, как я могу отступить в последнюю секунду?» — спросил Ши Чуань-кун, и на его лице появилась слабая улыбка. Лис Три уже собирался что-то сказать, когда на краю зала без всякого предупреждения внезапно появился черный квадрат, из которого вышла фигура. «Иньгуа!» — воскликнул Ши Чуань-кун, резко обернувшись с встревоженным выражением лица. Действительно, только что прибывший человек был никем иным, как Иньгуа, серым бессмертным стадии зенита небес из области сотни сокровищ. Как только появился Иньгуа, он взглянул на Ши Чуань-куна и Лиса Три, а затем сразу же посмотрел вверх, где духовный аватар Ин Чин Цуаня и проекция гигантской лисы смотрели друг на друга с расстояния в несколько тысяч футов. Лю Ци взглянул на Иньгуа, затем снова посмотрел на духовный аватар Ин Чин Цуаня, и на его лице появилась холодная усмешка. При виде Ин Чин Цуаня в глазах Иньгуа мелькнул страх. Ин Чин Цуань повернулся к нему и холодным голосом спросил: «Что ты здесь делаешь, старейшина Иньгуа? Ты не знаешь, что это за место?» «Пожалуйста, прости меня, региональный монарх. Ло предала наше адское племя и освободила чужаков из адской тюрьмы, а затем привела их сюда, чтобы освободить Кунхау. У меня не было другого выбора, кроме как преследовать их до этого момента», — поспешно объяснил Иньгуа дрожащим голосом, склонив голову в знак извинения. Глава 765. Противостояние великому культиватору. В глазах Ин Чин Цуаня мелькнул холодный взгляд, но затем он сказал спокойным голосом: «Учитывая срочность ситуации, ваши действия понятны. Однако вы все равно нарушили священный закон нашего племени, но если вы сможете убить этих негодяев, я готов избавить вас от наказания». «Благодарю вас, правитель региона. Ваша щедрость поистине не имеет себе равных», — поспешно ответил Иньгуа в приподнятом настроении. «Твоя способность лгать, даже не моргнув глазом, поистине впечатляет, Ин Чин Цуань. Я видел 3 человек, которые пришли сюда без твоего разрешения. Одним из них был мужчина по имени Индуо, верно? Он тоже был серым бессмертным на стадии зенита небес, но ты все равно высосал из него все соки и бросил в пруд с молниями». Усмехнулся Лю Ци. Услышав это, Иньгуа слегка изменился в лице. Исчезновение старейшины Индуо всегда вызывало подозрения, и обстоятельства его исчезновения так и не были подтверждены. Все в адском племени считали, что его убили люди из региона Сансары во время вылазки, но по какой-то причине Ин Чин Цуань, казалось, не слишком переживал из-за его исчезновения. Учитывая это, было вполне вероятно, что Индуо мог быть убит Ин Чин Цуанем. «Перестань пытаться вбить клин между нами, ты хитрый старый лис. Я — повелитель адского региона, и я не опущусь до того, чтобы говорить одно, а делать другое», — заявил Ин Чин Цуань холодным тоном. «Не сомневайтесь, правитель региона, я немедленно уничтожу этих надоедливых крыс», — поклялся Иньгуа, сжав кулак в знак приветствия Ин Чин Цуаню. Ин Чин Цуань в ответ кивнул,
затем снова обратил внимание на Лю Ци и бросился прямо на него. «Однажды тебе удалось сбежать, но на этот раз я обязательно закончу начатое», процедил Ингуа сквозь стиснутые зубы, поворачиваясь к Ши Чуанькуну и Лису 3. Ши Чуанькун взглянул на Ханли, который все еще находился в пруду с серебряными молниями, а затем с мрачным выражением лица повернулся к Ингуа. «Теперь у нас проблемы, товарищ Даос Ши», — сказал Лис 3 с кривой улыбкой. «Не сдавайся пока. Если у тебя есть еще козыри в рукаве, то не прячь их больше. Он может быть культиватором зенита небес, но я чувствую, что его аура все еще довольно нестабильна после создания всех этих адских жуков-душ. Если мы продержимся до тех пор, пока товарищ Даосли не выйдет из пруда с молниями, у нас все еще будет шанс», — сказал Ши Чуанькун. «Подумать только, что Золотой Бессмертный и Нефритовый Бессмертный осмелились противостоять мне». «Как нелепо», — холодно хмыкнул Ингуа, снимая с пояса черную печать и бросая ее вперед. Из его руки вырвалась полоса черного света, которая мгновенно превратилась в черную печать размером с жернов, устремившуюся прямо к Ши Чуанькуну, который тут же сложил печать руками и отступил. Однако черная печать внезапно значительно ускорилась и в мгновение Ика ударила Ши Чуанькуна, отправив его в полет, прежде чем врезаться в стену позади него. «Брат Ши!» — в тревоге воскликнул Лис 3, но в этот момент над его телом появился шар алого света, и он взорвался на месте. «Жалкое зрелище!» — презрительно усмехнулся Ингуа. Затем он перевел взгляд на Ханли, который все еще находился в пруду с серебряными молниями, и в его глазах мелькнул страх при виде бушующей серебряной молнии. В этот момент его брови внезапно слегка нахмурились, и он перевел взгляд на черную печать. Из-за черной печати раздался треск, и вокруг нее образовалась серия пространственных разломов, из-за чего все пространство выглядело искаженным и раздробленным. За печатью руки Ши Чуанькуна были сложены в странную печать, а перед ними висел белый нефритовый кулон размером с грецкий орех, испускавший мощные пространственные колебания и создававший барьер между ним и печатью. «Я и забыл, что у тебя в рукаве припрятаны силы пространственного закона». Холодно хмыкнул Ингуа, затем выбросил вперед ладонь, и раздался оглушительный грохот, когда из черной печати вырвалась огромная сила, мгновенно разрушив пространственный барьер на своем пути. Белый нефритовый кулон перед Ши Чуанькуном тоже взорвался, а черная печать врезалась в него с огромной силой, заставив его выплюнуть полный рот крови, а стену позади него разлететься на бесчисленные осколки. Внезапно его тело начало резко увеличиваться в размерах, на коже появилась крупная черная чешуя, а на груди и конечностях слой сложных серебряных узоров. Его волосы тоже быстро отросли, а красивые черты лица превратились в чудовищный лик, и в мгновение Ика он превратился в гигантское демоническое существо ростом более 1000 футов. В то же время из его спины и ребер выросли еще 4 руки, и они тоже были покрыты серебряными узорами. Ши Чуанькун выбросил вперед все 6 ладоней, высвобождая волны серебристого света, которые ударили по черной печати, которая к этому моменту раздулась до размеров небольшой горы. Раздался оглушительный грохот, и печать не только замерла на месте, но и отлетела обратно к Ингуа, который, приподняв бровь, небрежно взмахнул рукавом, и печать взмыла вверх, превратившись в черную вспышку света. «Это все, что у тебя есть? В таком случае можешь умирать прямо сейчас». С нескрываемым презрением усмехнулся Ингуа и разжал пальцы другой руки, на которой появился шар сияющего черного света. В этот самый момент Ингуа почувствовал, как перед его глазами что-то мелькнуло, а затем его плоть мгновенно отслоилась, из его тела выросла целая серия невероятно ярких малиновых цветов. У цветка были невероятно чувственные лепестки, напоминавшие сочные губы, и они были усеяны капельками крови, похожими на утреннюю росу, что представляло собой душераздирающее зрелище. Ингуа опустил взгляд и обнаружил, что его тело, похоже, служит пищей для этих алых цветов, а его кровь и энергия быстро иссякают. На его лице появилась холодная усмешка, когда он заметил: «Не каждый день мне доводится видеть такие прекрасные цветы в Сером Царстве. Если бы я не торопился, то, возможно, задержался бы в вашей маленькой иллюзии подольше». Он говорил очень непринужденно и беззаботно, но в глубине души был весьма озадачен, недоумевая, когда он впал в эту иллюзию. Как только его голос затих, он издал громкий рев, от которого задрожал весь зал. Из его тела вырвался поток невероятно мощной энергии, и окружающая иллюзия мгновенно исчезла. В этот самый момент внезапно раздался голос Лиса 3. «Ну же, брат Ши!» В тот же миг, когда иллюзия рассеялась, раздался звук лютни, и Ингуа увидел, как Ши Чуанькун бежит прямо на него, перебирая струны серебряной лютни окровавленными пальцами. По мере того, как лютня звучала все настойчивее, все узоры на ней начали светиться, а затем над струнами лютни появилась полоса сияющего серебристого света, напоминающая стрелу, которая вот-вот полетит. В сердце Ингуа закралось инстинктивное предчувствие, и, к своему удивлению, он обнаружил, что полоска серебристого света действительно может представлять для него угрозу.
В этот момент Ши Чуанькун все еще парил в воздухе, и почти вся его бессмертная духовная сила была высосана лютней Вирата. Все его тело бесконтрольно дрожало, но руки оставались твердыми. На грани полного истощения своих бессмертных духовных сил он отпустил струны лютни, и мгновенно вырвалась струя серебристого света. Луч света был выпущен почти в упор и мгновенно поразил Ингуа в грудь. Раздался слабый треск, и в последнюю секунду перед грудью Ингуа появилась черная печать, блокирующая поток серебристого света. Однако черная печать мгновенно раскололась пополам, и полоса серебристого света продолжила движение без остановки. Одна половина черной печати упала на землю, а другая исчезла в воздухе. Воспользовавшись долей секунды, которую дала ему печать, Ингуа метнулся в сторону, словно черная молния, двигаясь так же быстро, как Хань Ли, усиленный своей способностью обратного колеса истины. Несмотря на это, дуга черной молнии все же не смогла полностью избежать столкновения с серебристым светом, и в тот же миг половина черной печати, та часть дуги молнии, в которую попал свет, мгновенно исчезла без следа. Оставшаяся дуга черной молнии метнулась в сторону зала, после чего из нее появился Ингуа с встревоженным и яростным выражением лица. Он обернулся и обнаружил, что вся его левая рука исчезла вместе с левым плечом, а на ране все еще оставались остаточные колебания пространственного закона, препятствующие регенерации плоти. Друзья, эти главы, когда единственный путь к спасению лежит через огонь, который способен уничтожить тебя быстрее, чем сам враг. Инь Чэньчуан раскрылся во всей своей холодной расчетливости. Он годами откармливал плачущую душу зверя Синь не из жалости, а как фермер растить жертвенного зверя ради адского жука, способного поработить самого предка Дао Люций. И когда маска слетела, он немедленно ударил жалом, пожирающим бессмертных, оружием, что разъедает не плоть, а сам духовный фундамент противника, лишая его законов и воли. Пока аватары титанов кромсают друг друга, Хань Ли делает выбор, который со стороны выглядит как безумие. Не прятаться за спиной освобожденного предка Дао, а нырнуть в серебряный пруд, где молнии убивают любого врага. Защита Люци иллюзорна, пока он скован равным боем, а чужой домин способен парализовать волю раньше, чем придет помощь. Хань Ли выбирает гарантированный ожог, чтобы не оказаться в чужой клетке из законов. Ши Чуанкунг же идет еще дальше. Он необратимо сжигает весь потенциал своего будущего культивирования в один акустический удар лютни Вирата. И этот резонанс просто игнорирует броню зенита небес. Инь Чэньчуан лишается руки. Инь Чэньчуан искалечен, но в ярости. Предки Дао истощаются в небесах, а Хань Ли балансирует на грани, и неизвестно, кем именно он выйдет из этого пруда. Готовлю продолжение.